Исследуя заброшенные деревенские дома, никогда не знаешь, чем может удивить каждый дом. В этот раз я нашел дом, который находится в глуши и уже давно заброшен. Внутри он сохранился весьма неплохо, и здесь сохранился быт тех времен. Однако самое интересное скрывал в себе невзрачный конверт, лежащий на полу. Открыв его, я обомлел. Там была вся история бывших хозяев этого дома. И была она отнюдь непростая и загадочная. Ну что ж, приятного вам просмотра. Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. И сегодня я нахожусь в Латгалии, в восточной части Латвии. Здесь очень много заброшенных деревень, хуторов. Я абсолютно случайно нашел заброшенный дом возле дороги. На подходе к дому будочка, но дверь у нее закрыта. Туалет, сарай, а вот и сам дом. Трава не покошенная. Вероятно, это место заброшенное. Дверь вроде открыта. Это была такая застекленная терраса. Посуда, свечки. Тапочки. И еще посуда. Многие подписчики писали мне о том, что они хотели бы видеть, какую посуду я нахожу в заброшенных домах. Достал из шкафчика несколько самых интересных тарелок. Такая тарелочка с грибами и золотистой каемкой. И просто тарелки с разными узорами. Интересно, что в этих ящичках. В ящичках разные кухонные приборы. А в этом ящике одноразовая посуда. Шкаф. Стол, кровать. И еще один стол. Фотография лежит. Фотография старой бабушки. Вероятно, это была хозяйка этого дома как раз. Кровать. Все в пыли, в грязи. А значит, тут давно уже никто не ночевал. И шкаф. Пустые бутылки от алкоголя. Может быть, тут будет дата. Нашел срок годности до 2014 года. Вторая дверца шкафа. И здесь кружечки, рюмочки. Еще посуда. Вилочки. Ящики не открываются, но внутри лежат старые батарейки. Несколько штук.
А эти все ящики пустые. Опять же достал из шкафа две самые интересные, на мой взгляд, тарелочки. Но тоже обычная посуда с простыми украшениями. Никакой не антиквариат. Наверху лежит книжка. Экономическая география зарубежных стран. Ученик для 8... Учебник для 8 класса средней школы. Интересно, какого года? 1956. Интересная коробочка. Судя по звуку, в ней что-то очень легкое. В коробочке лежит такая вот лампочка. Совсем новая, не сгоревшая. Гаечный ключ и пакетик. А в пакетике что-то металлическое. Ого. Это, по-моему, взято с памятника на кладбище. Годы жизни написаны. Имя, фамилия. Интересная находка. Положу я ее на место. Здесь мешочки, сумочки. Тут ничего интересного нету. Все с одеждой, со скатертями, возможно. Время идти дальше. Вход в дом. И дом именно не взломан, а не закрыт. Потому что замок открытый и вроде как даже не сломанный. Многие люди, я знаю, специально оставляют дома открытыми в деревнях, когда уезжают из них, чтобы мародеры не били стекла, не ломали двери, просто могли зайти вовнутрь и убедиться, что в доме нет ничего ценного. Плетеные корзинки. Настойка полыни. Лекарство 82-го года. Это была прихожая. Тут разные строительные инструменты, ящики с гвоздями и прочими мелочами. А тут пусто. Небольшой умывальник. И дверь, которая ведет дальше. Кстати, вот тут лестница, которая ведет еще наверх. Под ней такая занавесочка. Но за ней, кроме двух булыжников, ничего нету. Ого. Вот это да. Как будто тут совсем недавно жили люди. Это, возможно, была кухня. Опять же бутылка от алкоголя. Но это не водка, это уже что-то не такое крепкое. Какие-то травы в баночках засушенные. Зубочистки. Что-то непонятное на немецком языке. Датированное 2005 годом.
Еще посуда. Также, кроме обычной посуды, здесь много одноразовой посуды. Баночки. Кофе. Причем полная. Во многих заброшенных домах деревенских можно найти кофе. Но без даты. Дальше тут лежит несколько кассет. И 2 пары обуви. Причем, я думаю, женской обуви. Такие кроссовочки и тапочки. На столе все раскидано. Я думаю, тут уже побывали мародеры и забрали все самое ценное. Верба стоит в вазочке. Такая скамеечка. Газеты. Целый мешок с газетами. Посмотрим, какого года. Газета «Час» на русском языке 2005 года. Пока что самые свежие даты, которые я здесь нашел, это 2005 год. Что-то непонятное. Вот это белая, вероятно, была печка. Рукомойничек. Но им давно никто не пользовался. Лечебные травы, возможно. И кровать. А вот и печка. Печка, кстати, не разобранная, потому что обычно в деревенских домах, где я бывал, вот эту часть печки снимают мародеры и сдают на металл. Снова газеты. 2004 год. Цена еще в латах. 2005 год. Даже дрова остались лежать под печкой. Да, внутри я не думаю, что что-то будет. Но где-то я слышал легенды о том, что люди в деревнях прятали какие-то ценности в печках. Не знаю, насколько это правда. Внутри шкафа стоят бокальчики. Красивые чайнички, целых 3. Такая вот интересная тарелочка. Еще бутылка от коньяка. И еще посуда. На шкафе тоже стоят вещи. Свечечка. Катушка. И коробочка. Непонятно, что внутри. Но коробка от сладостей. А внутри очень много иголочек. Принадлежности для шитья. Кровать. Снова лежат газеты, книги. Одежда. А вот теплая одежда. Свитера. Возможно, даже ручной работы, вязаная. Если тут жила бабушка, возможно, она их вязала. И полочки, закрытые скатертью. Но здесь тоже одежда. И ничего интересного. Следующая комната. Висит халат. Я думаю, он принадлежал женщине, которая здесь жила.
То есть, что была на фотографии в первой комнатке. Здесь, правда, нету лампочки, но я думаю, что электричества здесь нету. Такое впечатление, как будто под одеялами кто-то спрятался. Но это просто очень много всего накидано на кровать. Стульчик, на котором стоит зеркало. И очень сильно обгоревшая свечка. И лежат очки. И мешочек, внутри которого письма и какие-то бумаги. В общем, открыл я этот пакетик и завис, наверное, на полчаса, потому что в одном пакетике оказалась вся история жизни хозяев этого дома. Я здесь выложил самые интересные документы. И сейчас вам покажу, что мне удалось найти. Свидетельство о рождении. Латвийская ССР. Буткевич Петр. Это был муж. И у него была жена, и они жили вместе в этом доме. 1950 год. Аттестат о среднем образовании того же Петра. Даже все оценки написаны, все-все. 1977 год. Также свидетельство о его 8-летнем образовании. В интернат-школе в городе Резекне. Тоже все оценки. И все здесь написано. На латышском языке и на русском языке. 1965 год. Еще один аттестат того же самого человека. Профессиональное техническое образование он получил. — 1967 год. Далее идет военный билет того же самого человека. И вот его фотография в молодости. Честно говоря, я мало что понимаю в этой документации. Но я уверен, люди, кто меня смотрит, они лучше в этом всем разбираются. И, возможно, у кого-то эти документы вызовут ностальгию. Поэтому я буду их просто вам показывать. И где что-то знаю и вижу, комментировать. Еще один документ об образовании того же Петра. Интересно, какая у него была специальность. Столяр. Здесь жил очень образованный человек, потому что это далеко не первый диплом об образовании. Почетная грамота за успехи в боевой и политической учебе и безупречную службу в рядах военных сил СССР. 1971 год. Ударник коммунистического труда. Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи. Честно, не знаю, что это было такое. Комсомольский билет. — 1964 год. Орденская книжка.
А вот это уже Буткевич Аделия Ивановна. Это была его мать, скорее всего. И ей выдали вот эту вот орденскую книжку. Награждение орденом «Материнская слава». Еще одну книжечку нашел, связанную с той же медалью материнства. Эта медаль была выдана маме вот этого человека, Петра. В 57 году, наверное, а не, 51 году. Трудовая книжка того же самого человека. Для тех, кто хочет изучить это все поподробнее, вы сможете поставить видео на паузу. А я, чтобы сильно не затягивать выпуск, буду просто это все вот так вот листать. Очень много записей. У человека был очень богатый опыт работы. Свидетельство о смерти матери Петра в 1987 году в возрасте 72 года. А вот и свидетельство о смерти этого человека. Умер он в 1994 году в возрасте 43 лет, довольно рано, из-за каких-то проблем с сердцем и легкими. А вот это вот уже документы о его жене, которую звали Текла. Я так подозреваю, она была латышкой. Родилась она в 1926 году. То есть, получается, она была старше, чем он, на 24 года, если он родился в 50-м году. И эта информация подтвердилась, потому что я нашел свидетельство о заключении брака Буткевича Петра и Теклы. Вот так вот оно выглядит. Только здесь непонятно. А заключили брак в 89 году. Вот такой вот членский билет на ее же имя. Вот. Уплата членских взносов. Карточка покупателя, которая принадлежала этой женщине. Город и район Резекна. Удостоверение донора СССР. Интересно, что внутри. Эта женщина, она сдавала кровь, судя по всему. Членская книжка. Уплата паевых взносов. Довольно хорошо заполненная книжка. Сберегательная книжка, я думаю, многие ее узнают. Вот. На имя ее мужа, кстати говоря. И здесь тоже что-то внутри заполнено. Суммы в рублях. 270 рублей, 90 рублей, 105 рублей. Такие вот суммы. Ну а дальше уже пусто. Трудовая книжка этой же женщины. Но она здесь, по-моему, пустая. А, вот это раздел на русском языке. А, вот раздел на латышском языке, он не пустой.
Управление торговлей. Удостоверение пенсионера. Тоже на имя этой женщины. Вот ее фотографии. Действительно, те фотографии, которые я уже видел, это определенно она. А вот ее муж до пенсии так и не дожил. И свидетельство о ее смерти. Умерла она в 1999 году. Получается, в возрасте 72 лет. В общем, тут еще такой вот комодик с книгами. И шкаф, где висит одежда. Ну что ж, время идти дальше. Продолжение дома. И тут еще одна комната. Лежат журналы. Но журналы современные. 2001 год. Газеты. Складной столик. И лежит разобранный телевизор. Здесь были мародеры, вероятно, искали какие-то ценные металлы в этом телевизоре. Полочка с книгами, журналами. Много литературы здесь. А вот в углу на полочке стоит такой крест. Тоже не первый раз встречаю такое в деревнях. Напишите в комментарии, кто знает, для чего люди ставили крест на такой полочке в углу в деревнях. Столик. Еще какие-то книжечки, календарики, открытки, фотография и икона Божьей Матери. А вот здесь стоит портрет военного. Если не ошибаюсь, это был русский военный времен Первой мировой войны, судя по форме. А в тумбочке такой подарочек стоит, пустой. И лежит шприц. А так больше здесь ничего интересного нету. Попробую подняться на второй этаж. Обои уже отходят от стен. Потолок был заделан газетами. Уже не первый раз вижу такое в деревнях. Видно, что здесь уже давно никто не живет. Паутина, грязь. А вот и чердак. На чердаке выглядит так, что ничего интересного нету. Ящики. А здесь надо очень осторожно ходить, потому что можно провалиться вниз. Этот пол вообще не вызывает доверия. Но вот лежит чемодан. Чемодан пустой. А дальше я не пойду, потому что
опасно ходить по таким чердакам, да и интересного там я ничего не вижу. Но здесь есть еще одна комната. Возможно, в этом доме жила не только одна семья, но еще другие люди. Здесь целых 3 кровати. Шкаф. И снова одежда. Женские ботиночки. И еще одежда. Кровати все так аккуратно застелены. На кровати лежит чемодан. Но чемодан пустой. Игрушка. Такая мягкая уточка. И полочка с книгами на русском языке. Американский детектив, сказки зарубежных писателей. Еще один детектив. Я думаю, люди, которые здесь жили, любили читать книги, потому что здесь литература на самый разный вкус. Электричества в доме нету. И следующая комната. Эта часть дома уже в плохом состоянии. Разобранная печка. Здесь тоже была кухня. И снова посуда. Но посуда, опять же, в основном самая обычная или такая же, которую я видел в прошлых комнатах. Иконы стоят на столе. Здесь определенно жили верующие люди. Тарелки, кружки. И вот такое, если не ошибаюсь, трюмо. Но внутри пустое. Все самое ценное отсюда уже давно забрали. А тут еще лежат тарелки. Тут стоит еще один диван и кровать, и шкаф. Но шкаф полностью пуст. Разбитое стекло. Лестница. На стене висит еще фотография женщины. Много одежды. Еще 2 фотографии висят здесь. Это та же женщина, которую я уже здесь видел в фотографии. А это, возможно, тоже она, только в молодости. Ну что ж, спасибо вам за просмотр. Всем удачи и до новых встреч.